Всем привет! В этом видео я расскажу, какое будущее для нас готовит, как мы будем путешествовать и жить. Расскажу про виртуальную одежду и недвижимость, и про все то, что нас ждет в будущем, которое уже наступило. Что же такое метавселенная? Отрывок из Википедии. Это постоянно действующее виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары с помощью технологий виртуальной реальности. Взаимодействие может происходить с помощью различных технологических приспособлений. Термин «метавселенная» был придуман и впервые упомянут в фантастическом романе Нила Стивенсона в 1992 году. И это все, что было в Википедии по поводу метавселенной. 28 октября Марк Цукерберг на онлайн-презентации объявил всем, что компания Facebook будет переименована в Мета. Компания продолжит развиваться в рамках метавселенной, которая будет включать в себя элементы виртуальной и дополненной реальности. Хочу вам вкратце рассказать об этой презентации и рассказать самые главные моменты, на которые стоит обратить внимание. Facebook планирует развивать метавселенную, виртуальный мир, в котором сочетание VR и AR технологии. Пользователи смогут общаться друг с другом в виртуальной реальности с помощью аватаров. Весь контент из обычного интернета можно будет смотреть в метавселенной в виде голограмм. Facebook предложит создать свое рабочее место в сервисе Horizon Workrooms и виртуальный дом Horizon Home. Игры и фитнес. В VR выйдет множество новых игр, больше подробностей о которых Facebook обещает рассказать на отдельном мероприятии. В метавселенной пользователи смогут совместно заниматься спортом вместе, хотя находиться в разных местах, и играть в игры с дополненной реальностью. Для игр и работы можно будет создать как отдельные аккаунты, так и аватары. Цукерберг отдельно анонсировал выход GTA с возможностью играть от первого лица. Обучение в метавселенной. Образование в метавселенной станет более интерактивным. Медики смогут тренироваться в виртуальной реальности, а будущие астрономы изучать космические объекты вблизи с помощью дополненной. Пользователи смогут загрузить 3D-модель машины и попробовать себя в ремонте, а также рассмотреть планеты Солнечной системы с помощью голограмм. Учиться в новой реальности Facebook предлагает в том числе с помощью своих очков. Новая экономика. Плата за сервисы отталкивает людей, поэтому Facebook намерены дальше избавляться от нее или минимизировать цены на свои сервисы. В метавселенной должны появиться новые типы авторов, которые будут создавать собственные вещи и целые миры для пользователей. Facebook даст предпринимателям новую площадку для взаимодействия с клиентами. Средства для разработчиков. Facebook представит разработчикам набор CDK, чтобы облегчить создание приложений для метавселенной. Разработки компании облегчат настройку реакции на движение рук и упростят расшифровку человеческой речи. Project Cambria. Facebook разрабатывает новые умные очки для взаимодействия с метавселенной. Очки собираются выйти в 2022 году. Релиз умных очков совместно с Ray-Ban в сентябре был первым шагом к тому, чтобы увести пользователей от экранов смартфонов. Новое название. Facebook сосредоточит свои усилия на развитии метавселенной. Компания меняет название на Мета, потому что хочет ассоциироваться не с соцсетью, а с метавселенной. Также было полной неожиданностью, когда после выступления онлайн-презентации Цукерберга каким-то интересным образом вдруг Путин стал говорить о метавселенной. И я выделила самые главные тезисы с его речи. Что было сказано? Во-первых, он заговорил о беспилотных такси, которые будут курсировать по городу. То есть беспилотные такси — это означает, что
там будет только пассажир, а водителя не будет. Так что водители, сори. Далее он говорил о единой базе данных, о персональной информации человека, которая будет храниться в единой системе. Естественно, для нашей с вами безопасности. Естественно. Еще самым интересным для меня было сказано, что он начал говорить об аватарах, о виртуальных мирах, как это все здорово, как это прекрасно, что можно находиться в любой точке мира, но у нас есть эта метавселенная, можно быть на другом измерении, другой планете и так далее. И в этой метавселенной будет можно общаться, работать, учиться, заниматься спортом, понимаете? Вот все, что мы делаем в реальном мире, можно будет делать там, и это, конечно же, только во благо. Скажу вам честно и откровенно, я абсолютно ошарашена этими новостями, и я не думала, что будущее настанет уже прямо сейчас. Уже прямо сейчас. Летом я слышала от некоторых блогеров о виртуальной одежде, что как круто, вот блогеры, им нужно постоянно менять одежду, но вот появилась виртуальная одежда, и это так прекрасно. Я подумала, блин, нет, это, наверное, будет еще далеко до этого. Спустя пару месяцев читаем новости о метавселенной. То есть насколько все быстро разворачивается, это даже ты засыпаешь с одним миром, просыпаешься с другим. Понимаете? И ты абсолютно к этому не готов ни психологически, ни морально, ни физически. И на самом деле это пугает. Я подобрала подборку фильмов для того, чтобы вы посмотрели эти фильмы. Они как раз об этой теме. И стоит посмотреть их, сделать выводы, а то ли будущее вы хотите. Первый фильм — это «Первому игроку приготовиться». Фильм о том, что они живут в каких-то непонятных условиях, но, надевая очки, они попадают в прекрасный, идеальный мир. Понимаете? И вот вся моя подборка фильмов, она об этом. Что неважно, где ты живешь, в каких условиях, вот у тебя будут эти очки, тебе больше ничего не надо. У тебя есть свой виртуальный мир. Второй фильм «Главный герой», он вышел недавно. Посмотрите. Опять же, там очки. Третий фильм «Матрица». Помните, да, что там было? Там тоже была подключка. Тоже они как бы лежат, но мысленно они где-то там. Четвертый фильм — это «Аватар». Тоже вспомните, тоже это все было вот здесь вот. Они просто закрывали глаза и улетали в мир фантазии и грез. И последний фильм — это «Суррогаты». Та же самая тема. Эта тема была во многих фильмах, и я выбрала вот прям самые яркие фильмы. Пожалуйста, посмотрите эти фильмы. Я надеюсь, они произведут на вас неизгладимое впечатление. Я что хочу сказать? Я совершенно не согласна с тем, что для нас готовят. Я говорю свое громкое «нет». Я заявляю, что меня не интересует виртуальный мир. Я хочу жить в реальном. Я хочу чувствовать, я хочу смотреть на краски природы, натуральность, вкушать натуральные продукты, радость, эмоции, не виртуальные, а реальные, влюбленность.
понимаете? Мы-то думаем, что это будет не в нашей жизни, что это будет далеко, но вот оно уже здесь. Вам уже все говорят, вам уже все показывают. Конечно же, все только для вашего блага, понимаете? Только для вашего блага. Я хочу, чтобы вы задумались на эту тему, написали, что вы думаете, хотите вы такой мир или не хотите, согласны вы с этим или не согласны. Много расскажу более подробно о метавселенной, какая у меня уже есть информация, то, что я изучила. Такие компании уже как Nike, уже они в этой метавселенной, они уже будут заниматься продажей своей одежды там. Уже агентство недвижимости в этой метавселенной. То есть там будет, естественно, своя какая-то валюта. И насколько я поняла, у тебя будет дом. Ну вот, допустим, вот я живу здесь, а я могу надеть очки и что-то типа купить, стол, допустим, другой или еще что-то. Но это будет моя квартира, но в реальности она будет такая, а в виртуальном мире она будет другая. И к тебе могут заходить гости, какие-то люди, допустим, твои друзья. В виртуальном мире они к тебе будут заходить и видеть, что «О, как ты шикарно, красиво живешь, вот что у тебя есть», там и так далее. То есть даже мир розовых пони кажется безобиднее, чем вот это вот то, что нам предлагается. Я, кстати, ссылку здесь прикреплю на презентацию. Естественно, она очень радужная, она очень радостная. Естественно, это все для нашего блага, для того, чтобы мы радовались, понимаете? Но уже отголоски ненормальности. То есть человек расчеловечивается, понятие человека просто размывается. Люди-роботы, люди без чувств, люди в намордниках. То есть молчи, не говори, и у тебя нет своего мнения. Вот тебе дали очки специальные, вот ты сиди, тебе даже выходить никуда из дома не надо. Ты вот просто сиди дома, целый день сиди дома. Я против, друзья, я против. Я очень хочу пообщаться с моими единомышленниками. Я благодарю, что вы посмотрели это видео до конца. Я жду вас в комментариях. Согласны вы, не согласны? Напишите, пожалуйста, свое мнение. Всего вам доброго.